Народ, всем салют, у микрофона как всегда Михаил, вы на канале Где Маклюшка Чувак, и сегодня у нас не просто история, а целая хоккейная драма. Драма бюджетом в миллиард, а то и больше. И это только по официальным данным, а какой там выхлоп я, наверное, промолчу. Вы, наверное, уже догадались, что это за команда, ну, конечно, об этом написано и на превью, и в названии видеоролика. Да, тема сегодняшнего ролика — СКА. И это та команда, которая поставляет новости в таком объеме, что у моих коллег из печатных изданий, наверное, уже все пальцы стерлись. Я же хочу коснуться только сути, максимально подробно и понятно, легко разобраться в том, что случилось с СКА, какие у них проблемы и что с этим делать. Кто из звезд уже этой весной покинет стан армейцев? Кто уехал уже, кто уехал со скандалом, а куда отправились Никишин, Бардаков, Демидов, Кузнецов, кто уйдет еще и что будет с Романом Борисовичем. И главный вопрос, в чем причина провала СКА последних лет? И спойлер, это не одна причина и не та, чья фамилия начинается на мою нелюбимую букву. Но обо всем по порядку, как видите, вопросов очень накопилось много. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк за мои старания, такого контента еще не было. Я очень много сил потратил на этот видеоролик, наливайте себе чай или что-нибудь посерьезнее и погнали. СКА. Вот слышите 3 буквы и хочется сказать, наверное, 8. У большинства болельщиков именно такое отношение к этому клубу, и оно формировалось годами. Вот этот состав, напичканный звездами российского хоккея разного калибра, долго скапливал в себе весь негатив простого российского болельщика, я думаю, около 10 лет. Да, оснований было много, большие деньги, которые по заявлениям некоторых болельщиков качаются прямо из их кармана, личности, что стоят за клубом, вечные скандалы или неприятные ситуации, связанные с судейством. Да, все это было, но сейчас, в сезоне 24-25, по мне так довольно приятный состав, состоящий в основном из игроков из России. Фокус и лидерские качества, во всяком случае, точно возлагаются только на них. Ну да, есть те, кто кинул свой родной клуб и приехал в Питер за деньгами, но такие были и раньше, и таких немного. Основных причин ненависти к СКА в текущих реалиях я вижу несколько. Первый — это зарплатный бюджет, который по неофициальным данным все-таки заваливается за потолок. Чуйка такая точно есть. Второе — это бесконтрольная и не наделена никаким смыслом скупка игроков. Только посмотрите, сколько игроков либо не попадают в заявку, либо уже были отданы в другие клубы из системы. Третье — это главный тренер, который явно переигрывает на камеру. Человек, не обладающий ясностью ума, чувством юмора и умением находить причинно-следственные связи. Идет к камерам, хамит, транслирует весь свой вообще мусор из головы без какого-либо фильтра и считает, что он классно иронизирует. Ну нет, это не так. У меня вот складывается именно такое впечатление. Возможно, нашему хоккею и нужен такой герой для поднятия медиа-статуса, внимания к себе, да и к лиге умеет привлекать, это точно. Человек читает, что он собрал состав под себя. Но у меня сразу один такой вопрос небольшой, а кто ты? Какая твоя философия? Мне кажется, что ее тупо нет. А СКА — это просто игрушка, которой сынок-племянник попользуется и выкинет. Это чисто мое мнение, я его не навязываю, никого здесь задеть или оскорбить я не пытался. Как говорится, все герои вымышлены, а совпадения случайны. Я хочу вот немного отойти от этого негатива и сперва поностальгировать. СКА — это та команда, которая могла вместить в себе или в себя Дацука, Ковальчука, Шипачева, Панарина, Гусева, Додонова. Это клуб, который критиковали, но он был лучшим, мать его. Нынешний же СКА напоминает больше какой-то театр или утопию Джорджа Оруэлла. А теперь главная проблема и разочарование для болельщиков из Питера, да и для многих нейтральных по типу меня. Я думаю, тоже 4 светлых пятнышка и 1 кега темного покидают СКА. Я даже не успеваю информацию обновлять, все так быстро меняется. И сейчас, скорее всего, будет новый закуп, внимание, Витязь. Либо открывайте новую ячейку в банке, либо всех игроков загоняйте под амбарный замок. А с кем же расстанется СКА? Первый — это Александр Никишин, один из лучших защитников КХЛ последних лет, уже подписал контракт с клубом из НХЛ.
В этом сезоне за СКА у него почти 50 очков за 65 матчей. И это не нападающий, а защитник, я напомню. По ходу чемпионата Ротенберг давал такие комментарии: мы не собираемся отпускать Сашу, но после вылета из плей-офф все изменилось. Никишин подписал 2-летний контракт с Каролиной. Сможет ли Никишин стать звездой в НХЛ? А главное, заиграет ли он уже в этом сезоне? Я думаю, что да и еще раз да. А вы пишите свое мнение в комментариях. Идем дальше. У нас Иван Демидов. 19 лет, 5-й номер драфта, конец контракта. Кто-то ожидал, что Иван Демидов задержится у нас на подольше. Но, кстати, он мог бы помочь в плей-офф МХЛ или ВХЛ, но это уже какое-то издевательство. И над Демидовым, и над здравым смыслом. Монреаль-то вышел в плей-офф, так что шансы дебютировать уже в этом сезоне отличные. Вы только посмотрите, как его там ждут. Ребята трек записали. А список нападающих Канадиенс выглядит довольно устрашающе. Славковский, Кофилд, Лайн и Сузуки, теперь Демидов, а в защите Лейн Хадсон. И все они еще даже на свой пик не вышли, в это я прошу вас поверить. Как думаете, способен Монреаль взять кубок? В ближайшие 2-3 года. Я думаю, какие-то шансы там, но есть. Дальше у нас третий игрок, это Арсений Грицук. На момент записи этого видео 12 апреля 2025 года официально еще не ушел из СКА, но что-то мне подсказывает, что история будет примерно такая. Сеня молча подпишет контракт с Нью-Джерси без лишней шумихи, не попрощается и спокойно уедет. Но что, 49 матчей, 17 шайб, 27 передач, контракт заканчивается через пару месяцев, почему бы и нет. Четвертый — это Захар Бардаков. У Бардакова ситуация аналогичная. Отъезд в Колорадо по окончанию контракта со СКА не за горами, тем более после действительно огненного сезона. 17 шайб, 18 передач за 53 матча, а показатели полезности вообще плюс 20. Отличные, я бы сказал, феноменальные показатели для этого силового нападающего. Ну и последний — это Евгений Кузнецов. Тут вообще целая сага. Вернулся из Вашингтона, казалось бы, должен был показать, проявить себя, да и на самом деле показал. Снова скандалы, интриги, расследования. Все в традициях нашего любимого Жени. Я к нему отлично отношусь, вы не подумайте, да и сезон вполне нормальный, если смотреть на цифры. 45 матчей, 13 шайб, 27 передач, но не пора ли домой в Челябинск? Я думаю, что именно там получится полностью перезагрузиться и найти новые смыслы в игре в хоккей. Если, конечно, это ему еще нужно. А вы как считаете? Получается, 5 игроков, ключевых игроков, покидают СКА и не оставляют после себя ничего, только пепел после вылета из плей-офф. И вот сейчас из того, что осталось, нужно строить новую команду, новую машину по набору очков, но вокруг кого строить эту команду? Голкиперы. Все еще нужно каждому расти. Надежного и стабильного, как по мне, у них первого номера нет. И не было в этом сезоне. Защита, еще около дела тут, окей. А вот атака, Толчинский, Гедунов, Колзин, Воробьев, Алистров, Андронов, по мне это несерьезно. Если есть задача взять кубок в ближайшие годы, нужно собирать атаку почти заново. Кого я бы оставил? Зыков, Короткий, Плотников, Кузьмин, Хайрулин, возможно. И, в общем, как по мне, нужен новый главный тренер и новый состав. С этим все понятно, особенно когда 5 лучших игроков сваливают из клуба. Если же Ротенберг останется, СКА делает ставку на эту самую систему. Растит своих, но тогда забудьте о кубке еще, я думаю, на 2-3 года. Будет очень и очень тяжело. Я все же считаю, что главная проблема СКА именно в кандидатуре главного тренера, который выдумал себе какую-то тактику, избрал ее и придерживается. Тактика это может и похвально, но она по мне не самая рабочая. Как у него она звучит? Все вперед, потом кто смог назад, а кто не смог нахуй. Я так понимаю, что плана Б у этого СКА, у СКА Романа Борисовича просто нет. И о нем даже не думают.
То есть, если реализация не пошла, вратари не тащит, то у СКА вообще шансов, ну, нет, я бы сказал, да. Знаете, как говорил Эйнштейн, повторять одно и то же действие в надежде на другой результат — это безумие. И вот СКА, как по мне, занимается именно этим. Вас, наверное, интересует, что будет с Романом Борисовичем, какова его судьба. А я скажу, в мае планируется заседание совета директоров УСКА. И именно там будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Знаете, соберутся дяди в пиджаках и будут отчитывать маленького Романа. Мальчик, конечно, будет оправдываться, возможно, даже получит ремнем, а вместе с этим и новый шанс. Во всяком случае, я это вижу именно так. А какое у вас отношение к СКА? Связано ли это отношение с кандидатурой главного тренера, или тут сбор таких факторов: и игроки, и руководство, и главный тренер? Пишите свое мнение в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк на это видео. Я очень много сил вложил и вкладываю в этот канал, так что ваша поддержка очень нужна. Контент выходит чуть ли не каждый день, так что скучно вам точно не будет. Спасибо еще раз за просмотр, за лайки и до встречи.